Всем привет! В этом видео я покажу вам, как построить ферму рейдов, которую можно построить в самом начале выживания, и которая вырабатывает около 3000 изумрудов в час и кучу других полезных предметов. Погнали строить! Для начала вам понадобится собрать эти ресурсы. Помимо этих ресурсов вам понадобится один житель. Для работы фермы нужно, чтобы она находилась в океане минимум в 6 чанках от суши. Это достаточно легко проверить. В настройках графики выставляем прорисовку 6 чанков, и если нет никаких блоков, кроме блоков воды, значит ферма может располагаться в этом месте. После того, как мы проверили, подходит ли место для фермы, мы можем вернуть прорисовку, как она была до этого. Сначала нам нужно поставить песок в душ, сломать блок земли и лодку. Затем мы простраиваемся песком, используя 97 песка. Сверху проверяем нашу высоту. Мы должны быть на 160 высоте. В одну из сторон ставим 3 временных блока и ломаем первые 2. Вливаем на столб песка лаву и ждем, пока она дойдет до воды. Далее забираем лаву ведром и ждем, пока стороны блока будут видны, и вливаем воду. Далее ломаем верхний блок песка и вливаем воду. Спрыгиваем вниз. Далее ломаем платформу из булыжника. Ломаем песок с помощью факела. Теперь ломаем этот булыжник и либо ставим стак и 33 ламинарии, либо размножаем ее с помощью костной муки до самого верха. Затем ломаем эту ламинарию и ищем направление West. На этом самом блоке ставим 31 песок. Наверху мы ставим 8 ступенек. По центру ставим платформу. Теперь заливаем ее водой. Эти ступеньки должны находиться на 95 высоте. Далее ломаем эти два блока и вместо них ставим открытые калитки. Поднимаемся по водяному лифту вверх, тут мы ищем направление South. Над этими блоками ставим полублоки. Не забудьте сломать этот временный блок. Продолжаем в сторону South еще 4 полублоками. Строим еще 3 ряда полублоков. Теперь от этого блока идем до конца платформы и ставим тут блок земли. Далее строим временными блоками форму плюс. Ставим блок посередине и от него в каждую сторону еще по 2 блока. Также заполняем углы. Теперь ломаем эти 4 блока. В середине конструкции простраиваемся на 26 блоков вверх, песком. Сверху вы должны стоять на 188 высоте. Простраиваемся на 3 блока, ломаем первые 2 и проливаем лаву. Теперь по старой схеме выливаем воду, перед этим забрав лаву. Спрыгиваем вниз и ждем, пока вся вода уйдет. Теперь убираем временные блоки так, чтобы можно было убрать песок. Убираем песок либо с помощью факела, либо просто утаптываем землю под песком. Далее ломаем этот блок булыжника и ставим двойной сундук. В него направляем воронку. Ставим перевернутую ступеньку. Тут ломаем блок и стелим 2 ковра. Далее ставим тут полублок и ставим 2 полных блока возле сундука. Ставим тут плиту и направляем по блокам редстоун.
Простраиваемся временными блоками. Далее таким образом простраиваемся до самого верха фермы, используя все 16 редстоуновых факелов. Должно получиться как-то так. Спрыгиваем, нажимаем F3 и находим направление West. В эту сторону строимся 6 блоками. Со стороны South строим стену 7 на 9. Спрыгиваем и строим стену 8 на 2. Далее ставим один блок и 7 ступенек. Далее сзади каждой ступеньки ставим 5 блоков. Ставим ряд стекла. Ставим ряд блоков. С помощью временного блока строим тут стену. Спрыгиваем и продолжаем строить стену. С другой стороны также строим стену из строительных блоков. Забираемся наверх и строим еще одну стену. Спрыгиваем и идем к трубе. Тут мы ставим 4 блока и простраиваемся строительными блоками вокруг фермы. Устанавливаем люки и открываем их. Выливаем в них воду. Ставим поверх люков строительные блоки. Тут устанавливаем строительный блок, на него полублок и редстоуновый факел. Далее кладем редстоун. Идем сюда и устанавливаем 3 строительных блока, а сверху полублок. Не забудьте осветить платформу. Теперь строим крышу. Также освещаем ее. Тут на расстоянии 2 блоков от потолка будет лава вместо земли. Устанавливаем таблички. Разливаем лаву. Ставим тут табличку и разливаем воду. Спускаемся к ферме так же, как мы поднимались наверх. Ставим тут 3 строительных блока. Ставим еще 4 блока в ряд. Теперь нам нужно поставить лодки, которые будут ловить вексов. Особой схемы, как это делать, нет, но вы можете повторить ту схему, которую использовал я. Теперь спрыгиваем с фермы и идем к булыжниковой платформе снизу. Закрываем временными блоками трубу. Ломаем песок с помощью факела.
Теперь ломаем временные блоки. Далее заставляем трубу булыжником и устанавливаем открытые калитки. После чего убираем весь камень с платформы. Строим платформу 3 на 3 из стекла для удобства. В F3 находим сторону West, и в эту сторону, отсчитывая от песка душ, ставим 7 временных блоков. Поднимаемся еще на 2 блока. Теперь устанавливаем компостер. Смотрим в сторону South и таким образом ставим стекло. Теперь строим стенки. Поднимаем стены клетки до 2 блоков в высоту. Теперь сюда нужно привести жителя. Затащить его в клетку можно с помощью вагонеток. Не забудьте закрыть за ним крышу. Также убираем все временные блоки. Ферма готова. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу фермы, то заходите в описание. Там есть ответы на часто задаваемые вопросы. Если вашего вопроса там нет, то вы можете зайти на сервер в Дискорде. Знающие люди вам помогут. Для того, чтобы пользоваться этой фермой, вам нужно получить эффект дурного знамения. Нужно просто убить предварительно разбойников с флагом. Лучшим мечом для фермы является незритовый меч, на разящий клинок 3, добычу 3, прочность 3 и починку. Но это в идеале. В начале игры, конечно, у вас не будет такого меча, но стремиться нужно к этому. Это же и решает проблему с вексами. Для того, чтобы начать фарм, нужно запрыгнуть в водяной лифт. Как только вы окажетесь наверху, просто дождитесь, пока не появится надпись «Рейд Победа», или пока этот звук не перестанет играть. После чего вы должны встать на деревянную плиту и начать убивать пилладжеров. Когда вы закончили фармить, просто уйдите с плиты, и вы должны заметить, как вода на верхней платформе убралась. Это означает, что ферма работает корректно. После окончания первой волны вам нужно упасть вниз, в бассейн из ступенек, после чего сразу подняться на водяном лифте, и после этого останется повторять это, пока вы не закончите фарм. Ферме нужно будет чуть-чуть разогнаться для максимальной эффективности. При эффекте дурного знамения 5 уровня производительность фермы значительно выше, так как мобов становится больше. Когда вы захотите закончить фарм, достаточно выпить ведро молока и просто спрыгнуть с фермы. Ферму также можно использовать как неплохой источник опыта. С нулевого уровня до 30 вам нужно профармить всего лишь 5 волн, что достаточно быстро, учитывая, что ферму можно построить в самом начале игры. Если вам понравилась эта ферма, то подписывайтесь, вы не пожалеете. Всем пока!